Профессия личный телохранитель – одна из самых сложных и опасных. И обычно работа этих людей остается в тени, поэтому мало кто знает, на что они способны и как будут действовать в экстренной ситуации. Сергей Иванов, офицер спецназа в запасе, инструктор школы телохранителей. Персональные телохранители должны быть в любую минуту готовы отразить атаку, потому что противостоять им могут не менее подготовленные соперники. Макс Крас, капитан команды страйкболистов «Фалкон Бригейд». Сегодня мы проведем эксперимент, чтобы найти предел возможностей личной охраны. Испытания проведем в заброшенном военном городке. Сергей, ваша команда будет защищаться, Кирилл, ваша команда будет нападать. Оружие страйкбольное, которое стреляет пластиковыми шариками. У личной охраны, как и положено, пистолеты. Вы, Кирилл, со своей командой можете фантазировать как угодно. Все как в реальной жизни. Пожмите друг другу руки, и мы начинаем. И пусть победит сильнейший. Самые невероятные эксперименты, инновационные открытия, тайны прошлого, загадки природы и пределы человеческих возможностей. Все это «Наука 2.0». Нападение на клиента может произойти когда угодно и где угодно. Именно поэтому мы и подготовили засаду еще на подъезде к основному месту съемки, чтобы застать охранников врасплох. Все произойдет на этом перекрестке. Ну вот мы на первом испытании. Наш командир Кирилл. Что мы делаем? Как нам сделать так, чтобы с первого захода мы ВИПа все-таки уложили? Ну, у нас на самом деле две группы, два командира. Значит, группа Арнольда будет работать с этого фланга. Ну вот, соответственно, как бы мы сядем веером, начиная с того фланга. Ну и как бы будем Машина мы как останавливаем? взрывом. Взрываем первую машину. Условно, надеюсь. Ну, да. Я думаю, что они первую машину, которая будет в головнике идти, они постараются ею прикрыть, то есть сдать вперед-назад, как получится у них. Вторая машина будет разворачиваться. А если они останутся в машине и не будут вылезать? В этом случае машина блокируется, приваливается снаружи, и через год возвращаемся. Ну, в общих чертах понятно. Засада будет с разных сторон. И при таком раскладе, но лично я не вижу шансов, что телохранители смогут вытащить своего клиента живым и дотащить его до второй машины. Чтобы заставить конвой остановиться, мы минируем дорогу. Заряд не причинит машине никакого реального вреда. Но для команды телохранителей это будет сигнал, что их транспорт поврежден и оставаться в нем нельзя. Не знаю, хорошая эта позиция или нет. Но если я отсюда никого не вижу, то меня уж точно никто не увидит. С первых же секунд охранники оказались под перекрестным огнем нападающих. Но даже в такой ситуации действует слаженно и четко. Конечно, дает о себе знать и явное преимущество нападающих вооружений. Но это компенсируется тем, что в горячке боя охранники, похоже, не замечают попадания легких шариков и продолжают отстреливаться. Ну как, мужики? Здорово. Кого попали-то?
Попали у нас. Попали в меня на выезде уже, когда я сидел в машине, вот отсюда попали. Вы щитовика, когда он уже упал с этим со щитом назад, ему по ногам попало уже. При самом обстреле попали? два нет. человека, я Вип не он знаю, был кто за щитом стрелял, в из-за масках были. Я в них попал в пистолет. Вон они двое стоят. За машины вот реально, пока мы здесь работали, ни одной пульки не попал. Вот реально, говорю. Мне очень понравилось, как вы работали. Спасибо, парни. Но это еще не все, у нас еще есть несколько испытаний. Первое рукопожатие. Это было самое простое из того, что мы на сегодня приготовили. Сейчас мы попробуем отработать выход из подъезда. Условный подъезд, в котором живет наш VIP-клиент, которого охрана должна будет безопасно вывести из подъезда, посадить в машину и уехать. А мы со страйкболистами попытаемся устроить засаду и так ее организовать, чтобы профессиональные охранники не догадались, где мы спрятались и что мы будем делать. Работаем дальше? Все, хорошо. В этом задании отрабатывается штатное для телохранителей упражнение – вход и выход охраняемого лица из здания. Посмотрим, смогут ли профессиональные страйкболисты нарушить планы профессиональных охранников. Ну вот они сюда будут заходить, в этот подъезд, и выходить из него. Смотри, работает вот второй этаж, вот эти два балкона внутренние крайних подъездов. Это двойка сядет. Один садится с той стороны. Один в другой, да. Да. И смотрим так. Один может быть стать за мной вот с того угла дальнего, чтобы быть максимально прикрытым. Не знаю, откуда они подъедут. Третий. Это 4 уже. И пятого можем сажать первый вариант. Дом напротив, либо вот этот вот сектор с правой стороны в кустах в траве. Кипиш, если начинается, сразу орите, блядь, там штурм. Ну, есть Потому что, Значит, нет, связь-то да. есть, орите голосом. Когда уже кипиш пошел, уже чухериться нет смысла уже, все уже. На выходе, на входе мы это делаем. На выходе? На выходе. Ну все, понятно, давайте тогда. Все нормально. На работу у нас 3 секунды. Дали мне винтовку помощнее, чтобы я в качестве снайпера засел вон на том вот окне. И моя задача будет первым увидеть, что выводит ВИПа, и попытаться его поразить сразу же. И мое начало действия – это команда для всей группы для начала нападения. Я что, правильно сказал? По условиям эксперимента, до подхода VIP-кортежа в подъезде не может находиться никто из нападающей команды. Страйкболисты подошли к правилам чисто формально. Сразу после начала боя один боец должен будет пробраться в VIP-подъезд через окно с обратной стороны дома. И тогда телохранители вместе с VIP-ом окажутся в ловушке. Если же они захотят выйти на улицу, их встретят автоматы и установленные растяжки. Телохранители со своим подопечным прибыли на место. Пока все идет гладко. Они понятия не имеют, что подготовила им команда атакующих. Что, не убиваете, что ли? Я вышел. Ну вы все мертвы, ребят, вы не обижайтесь. Охране на этот раз не удалось выжить, но самое главное, они успели обезвредить нападающего, который зашел к ним в тыл, а значит, здание осталось безопасным для VIP-клиента. Ребят, давайте уравняем шансы, ну хоть чуть-чуть. Поделимся автоматическими приводами с бойцами.
Сейчас заправим магазины, чтобы все по-честному. Если реально. Следующее испытание. Я буду выступать в роли VIP-клиента. Ну, просто для того, чтобы посмотреть, каково это быть охраняемым человеком, ну и посмотреть, как работает команда изнутри. А ситуация, которую мы придумали, она, наверное, скорее свойственна вам, ребят, страйкболистам. Мы с командой личной охраны идем прятаться в этот магазин. А наши коллеги-страйкболисты будут готовить штурм. Как вы его придумаете, это все зависит от вас. Ну, попробуйте нас как-то удивить. Все, пойдемте. Чтобы выявить победителя, мы решили ограничить время на выполнение задания. Грубо говоря, у нас есть подмога, которая к нам спешит. Если за 5 минут нас не успевает отсюда выкурить, ну, значит, все. Задача охраны — заставить нападающих играть по ее правилам. А значит, все слабые места и возможные направления прорывов баррикадируются. Они идут по местам. Сюда. Витя, вот. Как будут действовать противники, никто сказать пока не может. Хоть я понимаю, что все это понарошку, вот так сердечко бьется. Со стороны третьего. Дым пошел, я вижу дым, они идут со стороны третьего. Сейчас будут стрелять. Граната! Держу! Еще граната! Держу! Главная задача личной охраны — это непрерывность наблюдения за окружающей обстановкой и полный контроль местности. Если один из охранников отвлекся, значит, открыл угол. И значит, противник может запросто прорвать оборону. Нам еще минуту держаться. Где прорыв? Где прорыв? Не слышу. Граната! Несмотря на все усилия нападающих, прорваться в здание им пока не удается. Мужики, нам 30 секунд всего осталось. Бит. Время! Стоп! Стоп! Ну что, мы продержались? Собираемся. Работа телохранителя, как мы сегодня убедились, действительно очень непростая. Важно не только метко стрелять, важно обращать внимание на мелочи, детали. И, наверное, самое главное – это иметь четкую, слаженную команду, без которой пройти подобные испытания не только в жизни, но и даже на нашем полигоне было бы невозможно. Мужики, всем большое спасибо. Это, правда, было очень интересно и, я надеюсь, познавательно. Спасибо. Сереж, ну и вам отдельный респект. Дай бог, что мне никогда не понадобятся ваши услуги. Спасибо. Все, да.